Шалом, друзья! Меня зовут Маргарита Хереш, и сегодня я дежурная по Израилю. Я покажу вам Израиль с абсолютно разных сторон, познакомлю с классными людьми и расскажу об интересных мероприятиях. Пойдемте со мной. Что вы себе представляете, когда слышите Израиль? Солнце, море, хумус. Правильно, но еще и Масада, Тель-Авив, Иерусалим, Мертвое море, Бедуинская пустыня. Еще очень много всего предстоит увидеть участникам 10-дневной бесплатной программы «Таглит». Израиль – центр мировых культур и цивилизаций. Иерусалим – столица и духовный центр Израиля. Посещение Иерусалима – неотъемлемая часть 10-дневного увлекательного путешествия по Израилю в рамках проекта под названием «Таглит». Первый раз у Стены Плача мне тоже понравилось, потому что такое очень место, такая энергетика, какая-то неповторимая, как будто сквозь времена. Мы сегодня находимся у Стены Плача. Здесь принято загадывать желания. У меня также есть желания, которые я бы хотела исполнить. Загадав желание у Стены Плача, ребята, приехавшие по программе «Таглит», что, кстати, в переводе с иврита означает «открытие», продолжили открывать для себя Иерусалим. И древний, и современный. Их проводником в этом увлекательном путешествии стал опытный гид Давид Вайнштейн. Этот образовательный 10-дневный тур в Израиль предназначен для молодых людей, имеющих еврейские корни. Особенность поездки заключается в том, что она бесплатная для участника. Цель проекта – показать евреям, проживающим в диаспоре, современную еврейскую жизнь и прикоснуться к еврейской истории и наследию. Это изображение, кстати, становится основой для израильского герба. Израильский герб выглядит вот так. Еврейский квартал старого города имеет богатую историю. Евреи живут здесь, начиная с 8 столетия до нашей эры. Но если в начале 20 века численность еврейского населения достигала 19 тысяч человек, то сегодня в нем проживают всего 600 семей. В городах Римской империи была традиция украшать главные дороги большими каменными колоннами. Такие улицы назывались кардо. Иерусалимская кардо шириной 22,5 метра была построена более 1500 лет назад. Посмотреть весь Израиль за 10 дней – задача не из легких. Мы прощаемся с Иерусалимом, и наш автобус берет курс на юг. Мы едем в университет имени Давида Бен-Гуриона, который расположен в городе Беэр-Шева в израильской пустыне Негев. Кому же этот университет? Нужно искать. Я считаю, что хочу и могу продолжить обучение по специальности международных финансов или менеджмента, маркетинга в Израиле. Мы покидаем университет и направляемся в самый центр иудейской пустыни. В рамках программы «Таглит» ребята посещают максимально необычные места Израиля. Как вы видите сегодня, они приехали в бедуинскую деревню Квар-Ханукдим, где они будут кататься на верблюдах, пить настоящий бедуинский кофе и, конечно же, ночевать в палатках бедуинов под звездным небом. Я им ужасно завидую. Привет из пустыни. Ну что, вполне себе аутентичный natural ресторан с настоящей бедуинской едой. Так, привет, девчонки. Что у вас здесь? О, хумус. Шик. Подъем на Масаду в 5:30 утра – дело непростое, но оно абсолютно точно стоит того, что мы увидим там, наверху. Царь Ирод построил убежище для себя и своей семьи на вершине одной из скал иудейской пустыни в 25 году до нашей эры. В крепости сохранялось много пищевых и оружейных запасов, была налажена система водоснабжения. Развалины крепости Масада были впервые обнаружены в 1862 году.
С момента основания государства Израиль Масада считается национальным символом. Сегодня здесь проводят концерты и культурные мероприятия. Утром ребята встают в 4:30, и мы поднимаемся на гору встречать рассвет. Там буквально надо поймать именно этот момент, когда солнце только выходит. Ощущения невообразимые. Именно вот эта тишина, восход солнца, и ты чувствуешь шквал эмоций. И даже я не могу даже передать их одним словом. Это невообразимо. Мы, наверное, поднимались минут 20. Это того стоило. То есть, когда мы поднялись туда, такие виды открылись, мы встречали рассвет. Очень круто. 2000 лет назад Масада стала местом смертельного противостояния древних римлян и евреев, осажденных в своей крепости. Не желая становиться рабами, 900 с лишним человек покончили с собой. Люди были готовы расстаться с жизнью ради свободы и национального самосознания. Мужчины сначала убили своих жен и детей, а затем лишили жизни друг друга. Последний из оставшихся в живых поджег крепость и покончил с собой. Я считаю, что нужна огромная смелость совершить такой поступок. Это не каждому дано. Просто эта вот история, она вызывает уважение и, я не знаю, даже может быть любовь. Десятидневное путешествие подходит к концу. Пора подводить итоги. Израиль для меня теперь это как, можно сказать, малая родина, частичка души, где я знаю, меня всегда примут и будут ко мне относиться с любовью и уважением. И все-таки это какая-то вот такая вот память в сердце благодаря Таглиту и благодаря этим 10 дням. Меня все очень просто впечатлило. Я не ожидала таких эмоций даже от себя. И, правда, очень все круто, классно, и мне очень все нравится. Люди уезжают отсюда с совершенно другим ощущением, с ощущением причастности, с ощущением того, что их ждут, с ощущением того, что у них есть семья, с ощущением того, что они открыли для себя дверцу в какой-то огромный мир, который был и их миром тоже, но они про это не знали. По понятным причинам мы не успели рассказать вам о каждом из 10 насыщенных дней пребывания в Израиле в рамках проекта «Таглит». Но обещаем сделать это в одном из наших следующих выпусков. Поколение MTV в России было эпохой. Ведущие были настоящими рок-звездами, ну а молодежь вовсю носила футболки с принтами своих кумиров. А у кого-то была не футболка, а целое платье. И кто-то даже представить не мог, что настоящая звезда MTV Лика Длугач переедет в Израиль, станет health-коучем и проведет мне экскурсию по любимому Флорентину. Лика Длугач, звезда MTV, ведущая кулинарной программы на канале «Мама», экс-главный редактор свадебного журнала Wedding, примерная мать 3 детей и знатный health-коуч. В своем недавнем интервью Юрий Дудь признался, что... Вы были моим просто секс-символом в тот момент. Для меня существовала только Лика. Лика, да. Рассказывай, какими судьбами в Израиле? Вот так получилось, что 5 лет назад мы репатриировались и все метались между Москвой и Тель-Авивом, Москвой и Тель-Авивом. А учить детей здесь, растить здесь детей мы как-то хотели давно. И так получилось, что центр жизни переместился сюда, в Израиль. Дети пойдут в школу, ходят в Ульпан, учат язык, ужасно нравится. Старший ребенок тоже учит язык. Я тоже тихонечко ковыряюсь, мне тоже страшно нравится. И это очень смешно, потому что ты вдруг начинаешь в речи вокруг выделять какие-то слова, которые ты начинаешь радоваться, как ребенок. Знаешь, как в детстве, когда ты научился читать, ты ходишь и читаешь вывески. Аптека. А тут что-то читаешь, правда ли? И вдруг у тебя вот эти удивительные буквы складываются в слова. Абсолютно чистый, детский, не замутненный ни с чем восторг. А у тебя было изначально, что ты видишь вот эти вот квадратики, они еще справа налево, и, боже мой. Алфавит я давно выучила. Читаю-то я давно, только не понимала ничего. А сейчас еще понимать начала, совсем здорово. То есть ты читаешь на иврите? Ну, это не факт, что я все пойму. Но прочитать я прочитаю. Ты так просто уверенно сказала, читаю-то я давно. Я там уже газеты представила. Нет, я только буковки складываю. А расскажи мне, что для тебя Израиль? Израиль? Да. Какой он? Знаешь, Израиль для меня это, наверное, даже не дружба, а такое ощущение плеча. Очень спокойное, комфортное ощущение, что тебя никто не бросит.
То есть у тебя нету постоянного стресса, что где-то вот сейчас тебя накроет какая-то подстава, что-то произойдет ужасное. Даже не то, что какое-то стрессовое. Нет. Здесь уходит ощущение стресса. Здесь слово «проблема» исчезает. Здесь появляется слово «задача». И когда ты понимаешь, что у тебя нет проблем, есть задачи... Другая энергетика уже. Конечно. Израиль, окей, поняла. Почему Тель-Авив? Это для меня персональный вопрос, потому что я фанат Тель-Авива. Но Израиль очень большой. Израиль большой, но для меня, наверное, знаешь, как для коренной москвички, вот есть такой центр силы, какой-то энергии, энергетики, драйва, стиля, жизни. Когда я первый раз приехала в Израиль, оказавшись в этом городе, я поняла, что я обожаю его. И если я буду здесь жить, я буду жить только в Тель-Авиве и больше нигде. А какой он Тель-Авив для тебя? Он настолько живой и человечный, а еще самое потрясающее в нем, то, что он абсолютно потрясающе пропорционален человеку. Вот это чувство удивительного комфорта, невероятного совершенно. Потому что этот город придумали для тебя. Я живу на Флорентине. Флорентин – это magical место. Очень артистический район, очень свободный, очень легкий. Ты там очень дома. Я хочу, чтобы ты мне показала, как местная Флорентин. Вот пойдем сам. Смотреть на вывески, смотреть на дома, смотреть на граффити, смотреть на людей. И, конечно же, нюхать специи и пробовать вот это все. Пошли? Мы идем на Шук Левинский, рынок Левинский, который знаменит тем, что там продают специи. Специи, пряности, приправы. Вот то, от чего сводит с ума хорошая кухня. Лика решила показать мне волшебные специи с рынка Левинский, из которых, по мнению Лики, абсолютно любой может приготовить шикарное блюдо. И даже я, человек, который буквально пару лет назад взорвал собственную кухню при попытке пожарить курицу. Так, что вот это такое мне интересует? Вот смотри, это приправа, это такой черный лимон. Вот это потрясающая ромашка. Ты понюхай, как она пахнет. Что это? Корица, понюхай. Пробуешь вот это новое и зеленую гречку. Так, когда ты что-то новое пробуешь, нужно загадывать желание. Поэтому если вдруг сейчас у меня вырастет грудь 3-го размера, не удивляйся. Да. Слушай, а вот чаи какие-то. Расскажи мне, ты что-нибудь знаешь вообще о каких-то особенностях чаепития на Ближнем Востоке, в Израиле, например? Ну, смотри, в Израиле вот в современном чай не очень принят. То есть, если ты приходишь в кафе и просишь чай, тебе говорят, чай, и приносят из пакетика, да? А в принципе, восточный чай, он... Ну, то есть есть такая схема, когда тебе очень жарко, ты пьешь не холодное, а горячее. Да, я, кстати, так всегда делаю. Это жасминовый чай, видишь, в него уже накрошили цветки. И из него можно сделать, типа, такую, выварить такую воду жасминовую и добавить ее, например, в выпечку. У тебя пирог будет пахнуть жасмином. Знаешь, какая крутая вещь? Герцель 16 – это отличное место для того, чтобы попробовать кухни народов мира, вкуснейшие коктейли и прочувствовать на себе атмосферу типичного тель-авивского заведения. В пятницу сюда просто не пройти. Здесь просто стоит огромный лайн из людей. Очень красивых, кстати, людей, потому что это еще мекка тусовщиков тель-авивских. Пойдем, я тебе покажу, как готовят там. Пойдем, как делают коктейли. Да, и мы сейчас быстренько создадим очередь. А ты знаешь, что вот это такое? Ты никогда не догадаешься. Вот эта вот штука – это самый первый лифт, построенный в Израиле. То есть сейчас он выглядит больше как арт-объект. Да. Но ты представляешь, в каком мы кафе? Ну вот я просто я знала, я же недаром тебе сказала, посмотри, какой красивый фасад. Все, что я здесь пробовала, мне все нравится. Мне вообще еда нравится, особенно когда не я ее готовлю. Вот, это всегда. А уже по тонкостям ты разберешься. Но знаешь, что мне еще очень нравится? Что она не до конца ближневосточная, потому что тот рынок, где мы сейчас были, он очень атмосферный, да, ближневосточный. А это очень современное место. И, соответственно, я думаю, что фалафель и хумуса мы здесь, скорее всего, не найдем. Вот смотри, здесь есть гёдзе, здесь есть бакчой, моя любимая. Ох, прекрасно совершенно. Now, can we order meat-filled gyoza?
Yes. And bok choy. Amazing. Помимо всего, здесь есть еще одна вещь, которая доставит тебе огромное удовольствие, потому что здесь открытая кухня. И мы можем пойти посмотреть, как повара готовят. Я могу поприставать к поварам, поспрашивать. Я буду приставать к поварам. А ты это я буду приставать. Пойдем. Я вообще обожаю корейскую кухню. Ты знаешь, у меня прямо... Я могу ее есть реально все время. Is this poke? What's the name of this? It's not okay because it's not still. Я думаю, надо... Вон, посмотри. Да. Господи, пойдем и пройдем. Я все на еду, ты все на шефа смотришь. Ну, он очень красивый, не дай мне не смотреть. Господи, он еще и готовит. Что? Спасибо. Это выглядит изумительно. Да. It looks great, thank you. У него есть кольцо, я все увидела. Но у нас есть гёдзе, это хорошая новость. Посмотри, какая. Невероятная. Ее надо прямо окунать. Короче, бери скорее вот эту гёдзе, бери, макай в соус. Их надо есть, пока они горячие? Да, они должны быть горячие, потому что внутри мясо сочное, с луком-пореем, со специями. Давай, и прямо в рот. И быстро. до свидания. Так. Давай. Правильно ешь гёдзе, целиком. Вот о чем речь. Вот это брокколи, который, видишь, нарезали вместе немножечко со стебельками. А вот это бок чой. Это одна из самых вкусных капуст, которые только могут быть. Прям вот ты должна попробовать. Пожалуйста, попробуй, макнув в соус, вот все это съесть. Ну-ка, иди-ка сюда. Да брокколина. Капризно. Ну, ладно. Все, поймалась фасоль. Это была судьба. Ты знаешь, я интересно заметила, что в Израиле вообще нету такой жесткой градации. Вот это точно только молодежное заведение. А тут, нет, здесь все. Еще мне очень нравится, что невозможно вычислить, кто здесь официант. Потому что это вообще такой концепт заведения, что все одеваются очень неформально, как, собственно, и люди на улицах Тель-Авива. И ты не всегда понимаешь, если человек без этой вот штучки, да, ты не понимаешь, у кого просить заказ. Но в этом очень большой, это очень круто, потому что это очень такое атмосферное по-домашнему. Я бы, конечно, продолжила общение с Ликой, тем более она обещала научить меня готовить яичницу, но отпустила примерную мать на день рождения к дочери. Это не Таня, курорт в Израиле. Здесь потрясающее море и потрясающие люди. И одного из них вы 100% знаете. Андрей Макаревич – музыкант и композитор. Но, возможно, вы не знаете, что помимо того, что Андрей Макаревич – музыкант, он еще и художник. И прямо сейчас здесь, в Нетании, он готовится к своей новой выставке в соавторстве с художником Александром Галицким. Это просто красиво. Хрен так сейчас кто нарисует. Здесь, кстати, тоже слоны. Художник никогда не видел слона и рисовал по собственному представлению. Поэтому у них человеческие уши – это очень трогательно. Андрей Макаревич – певец, композитор, писатель и художник. Еще 30 лет назад он вряд ли мог себе представить, что некоторую часть своей жизни будет проводить в Израиле, в городе на берегу Средиземного моря Нетании. Меньше всего думаю о своей какой-то национальной принадлежности. Наверное, если когда-нибудь я в совершенстве овладею ивритом, я смогу себя ощущать стопроцентным израильтянином. А так, конечно, нет. Хотя я очень себя здесь ощущаю по-домашнему. Здесь живет Саша Галицкий, старинный мой товарищ и замечательный художник. Поэтому в данный момент мы с ним делаем уже 4-й по счету совместный проект. Вообще началось все где-то лет, наверное, больше 10 назад, когда после какой-то выставки Андрей сказал, вот интересно с тобой поработать вместе. Макаревич тогда сказал, что я не люблю продолжений. У нас будет одна выставка. Ну вот это 4-я сейчас будет уже. Саня, как она на иврите называется, наша выставка? Ну, мы думали про «Явеш, хаци, явеш», да? Кен. Один «Явеш» и второй «Хаци, явеш». Сухое-полусухое название для новой выставки не оставляет никаких сомнений в ее тематике. В основе авторской концепции вино и все, что с ним связано. Человечество в полной мере узнало, что такое вино, в тот момент, когда появился кувшин. Вино изобрели несколько до того, но путешествовать оно стало в кувшинах. Поэтому мы взяли за основу форму кувшина. И мы эти кувшины фактически расписываем. Расписываем сюжетами историческими, актуальными, неактуальными, разными. В данный момент я рисую картину
которая будет называться «Очередь за вином в годы перестройки». Человек четверть жизни в очередях проводил в советское время. Да, это правда. Это будет одна картинка про очередь. Это правда. Остальная совсем про другое. Поверьте, там достаточно сюжетов. Объединяет их только форма кувшина. А здесь вот Менделеев, например, отказывается от изобретенной им водки в пользу вина. Хотя Менделеев никакую водку не изобретал. Это греческие мотивы. Куда же без Древней Греции? Это чистая лирика. Это Хемингуэй. Он в этом деле-то уж толк знал. Он сказал, вино – великая вещь. Оно заставляет забыть все плохое. Я не думаю, что роль вина сильно изменилась за эти тысячи лет. У нас, евреев, очень даже допускается. И знаете, нам это совершенно не повредило. 25 сентября в Натании, вот здесь, в галерее на Скале, мы эту выставку откроем. Надеюсь, при огромном скоплении народа. О художественной части жизни идейного лидера «Машины времени» знают не все. Но те, кто следят за этим творческим направлением артиста, нередко интересуются, зачем самодостаточный Макаревич уже в 4-й раз приглашает в соавторство другого, не менее яркого автора Александра Галицкого. Саша Галицкий мне зачем? Хороший вопрос. Сань, зачем ты мне нужен, а? Он чудесно рисует, и мы с ним рисуем совершенно по-разному. Вот я завидую его умению рисовать по-детски. Это сложнейшая вещь. Это только кажется, что нарисуй криво, и получится, как у ребенка. Нет, нифига. В какой-то момент я отбираю недоделанную вещь у него, а он у меня. Я говорю, я вот тут рисую мелочи всякие, часа 2. Он потом возьмет такую кисть и все изговняет. Так. Получится искусство. Или наоборот. А потом здесь он, вот Андрюша возьмет и добавит здесь вот мелочей. Вообще, это очень интересный вопрос. Какого черта художник вообще выставляется, да? Наверное, хочется поделиться радостью. Для меня это так. Я нарисовал какую-то штуку, мне радостно от того, что она чудесная, например, да? И я просто хочу это показать. Мы, кстати говоря, ушли в интернет-пространство в этой связи, потому что, ну, вот в Натании выставка, здорово. Но поедут ли с голландских высот, например, сюда на выставку? Далековато, да? Есть сайт такой, который называется «Вернисаж COIL», где и мои, и Сашины работы выставлены. Они меняются там периодически, появляются новые. Даже там приобрести можно какие-то вещи. Мне кажется, это удобно. Нажал кнопочку, и ты на выставке. В семье Андрея Макаревича, как и в подавляющем большинстве советских еврейских семей, национальные традиции практически не соблюдались. Тем не менее, о принадлежности к еврейской культуре артисту, как ни странно, иногда напоминали. В 1983 году на худсовете Министерства культуры какой-то идиот, значит, пытался доказать худсовету, что в мелодиях «Машины времени» присутствуют еврейские мотивы. Я так поразился, потому что я этого не слышал. Он как-то услышал. «Машине времени» 50 лет в этом году исполнилось, поэтому было бы странно, если бы мы в Израиль не приехали. А мы будем 23 ноября в Миноре, в Большом зале в Тель-Авиве, с программой, которую мы уже больше чем полгода возим по городам, весям и странам. Мы к 50-летию сделали специально. Надеюсь, будет интересно. Музыкой я занимаюсь, наверное, по времени больше значительно, чем рисованием. Но зато я успеваю соскучиться по этому занятию. Это очень важно. Когда ты какое-то время чем-то не занимался, а заниматься этим любишь, и потом ты к этому возвращаешься, у тебя сначала очень неплохо получается. Безумная работоспособность товарища Макаревича. То есть это какой-то такой термоядерный такой организм, который производит... Ты здесь? Ребят, будете его мучить, он начнет говорить всякую ерунду. Иди рисуй. Сейчас пойду.
Вот, кстати, о хорошем, да? С вами была программа «Дежурный по Израилю» и я, Маргарита Хереш. До скорых встреч. Пока.